Привет, любители профессионалы! Сегодня у нас будет короткий ролик. Я покажу, как сделать вот такой кондуктор, на котором можно будет сразу делать завитки из 15 трубы плашмя, 15 трубы на ребро и круглой 22. Кондукторов у меня большое количество, все они там для разных вещей. Мы же сделаем вот такой небольшой короткий кондуктор, на котором также можно будет делать и барашек. Сразу скажу, что делать я его буду однорядный, то есть под свой стол, потому что у меня на нем стоит один подшипник. Если вы будете делать стол и вот эта часть у вас будет повыше, то можете спокойно сделать себе продолжение. Я же просто меняю его и вставляю следующее лекало. И на нем догибаю еще один радиус. Кстати, еще сразу о столе. Если вы будете его делать, то делайте это поле как можно больше. Вернее, тут тоже получается палка о двух концах, потому что если вы сделаете его слишком большим, то у вас вот этот рычаг и нагрузка на вот эту часть будет очень большая. И поэтому иногда его даже у меня заминает. Ну а надо это для того, чтобы... Одну минутку. Делать вот такие мега завитки. Скажу сразу, что максимальной своей частью вот у меня 62 сантиметра. Кстати, использую я его довольно часто. Вот простой пример. Это вот этот мангал. Ссылочка с размерами будет вот здесь. Немного я его доработал, опустил чуть-чуть дровницу. 15 на ребро, вот теперь я ее использую для вот этой разборной скамейки с аркой для вьющихся растений. Ссылочка на нее будет тоже вот здесь. Возлагал я на нее большие надежды, делал кондуктора, рассчитывал так, чтобы минимизировать отходы, но, в общем, надежда она не оправдала. За прошлый сезон, наверное, их, может, 12 штук продал, не больше. Зато вот эти вещи, кстати, здесь вот эта круглая труба применяется. Вот пока что они меня и кормят. Вот эти 3 мангала это за неделю. Вообще все это было сделано за неделю. Правда, это будет выставочный образец, потому что скоро весна. Потихоньку надо наполнять рынок. В общем, неделя прошла удачно. А сейчас вернемся к нашим лекалам или кондукторам. Погнали. Так, что нам необходимо для этих целей? Первое, это 32-я водопроводная труба. Можно брать и другой, больше диаметр, чтобы не было заломов на внутренней части. Значит, полоса 4 на 40. Я взял с запасом, отрезал на глаз, просто там, порядка 30 сантиметров. Лишнее всегда можно удалить. Кстати, посмотрите, еще одна ссылочка на мою болгарочку. Лист у нас 3 миллиметра. Рисуем спираль. Кто не знает, может тоже посмотреть большое количество видео о том, как там правильно. Я рисую на глаз, пока что мне все устраивает. Все, дальше на вилке просто загибаем эту полосу. Те места начала и окончания этой полосы попросту потом обрежем. Полосу лучше загнуть с запасом, а потом уже в процессе приваривания к листу постепенно выпрямлять, так она получится без заломов и гораздо легче попасть в нарисованный эскиз. Все, еще раз примеряем все аккуратно. Смотрим, как у нас будет подаваться заготовка. И лишний хвост просто обрезаем. Значит, привариваем это изнутри. Единственное, не надо приваривать в том месте, где заготовка у нас будет подходить к трубе. Вот этот шов мы его сейчас заполним целиком сваркой, а потом зачистим за подлицо, чтобы у нас не было внутренних заломов. Так как кондуктор у нас под трубу, поэтому чем более пологая получается у нас дуга, тем меньше вероятность, что ее начнет жабить изнутри. Значит, пруток я взял 14. Так, и тут файл не сохранился, еще взял
3 обрезка полосы 4 на 25 и просверлил, соответственно, отверстие под этот пруток. 2 из них сварил, чтобы получилась толщина порядка 8 мм. Но если у вас есть уже готовый кусок 6 миллиметрового, допустим, металла, можете делать прямо из него. Все, обрезаем его так, чтобы он не мешал, значит, нашей заготовке. Сверху привариваем трубу меньшего диаметра. Это для того, чтобы нам без проблем вынимать уже закрученный завиток. То есть, соответственно, ее высота должна быть как минимум в 2 раза меньше, чем высота нашей рабочей этой трубы. Все аккуратно примеряем, выставляем этот пруток так, чтобы зазора там между ним и нашей рабочей трубой не было вовсе. Смотрим, все крутится, пруток кривой, но это вообще не играет никакой роли. Лишнее удаляем. Эстеты могут все это зачистить, покрасить там золотой краской, чтобы было красиво. Потому что много людей есть, которые продают подобные вещи. И большое количество тех, кто готов покупать это. Не знаю, на что они надеются, если сами не могут сварить вот эту примитивнейшую вещь. То есть, получается, люди просто продают им мечту, что имея вот такую херню, они смогут вдруг тут зарабатывать миллионы. Ну, люди в массе своей, как известно, наивные, доверчивые, поэтому с удовольствием, я так понимаю, покупают такие вещи. Так, на прутке снимаем фаску с помощью лепесткового диска. Все примеряем так, чтобы наша заготовка легко входила в этот зазор. Смотрим, все, она фиксируется. На этом изготовление кондуктора закончено. Дальше мы устанавливаем его на наш рабочий стол, так, чтобы этот пруток располагался у нас, наверное, где-то в центре. Я все это дело креплю на 2 штыря, хотя раньше там у меня были и резьбовые соединения. Но все это долго, пока закрутишь, открутишь эту гайку. Да, он немного там гуляет по столу, но мне это вообще нисколько не мешает. Штыри лучше вставить и окончательно приварить на самом столе. Дальше зачищаем швы, обрезаем лишний металл на нашей пластине, и на этом кондуктор закончен. Дальше переходим непосредственно к его испытаниям. Напомню еще раз, что мы будем гнуть 15-ю на ребро плашмя. Попробую, кстати, и 20-ю на ребро и плашмя. Все отрезаем по метру всех заготовок. Дальше отковываем или попросту обрабатываем кувалдой наши заготовки. Окончание заготовок зачищаем, вставляем наш кондуктор. Ну и пробуем. Первое у нас пойдет 15-я плашмя, толщина 1,5 мм, длина заготовки 1 метр. Небольшая тренировка, пробежка вокруг нашего стола. Смотрим на получившийся результат и видим, что наша заготовка практически идеальна. Пробуем сейчас с другой стороны все это дело повторить, зафиксировать, так сказать, результат. И видим, что ее немного увело. То есть все-таки надо лучше контролировать. Но это не критично, в принципе, все это легко исправляется одним ударом молотка. Ну, 15 на ребро, кстати, крутится очень хорошо, не надо никаких там V-образных вальцов и еще чего-то, никуда ее не уводит, то есть не заваливает этот центр. Смотрим, шаг практически идеально. Так, что это у нас? Это у нас 20 со стенкой 1,2, тоже на ребро. Все, вообще никаких заломов. Я бы сказал, что результат даже превосходит, наверное, мой первый кондуктор.
Ну а про круглую трубу, которую я постоянно работаю, вообще говорить не приходится. Ее как ни крути, она всегда выходит очень хорошо. Пока что я вполне доволен результатом. Даже если немного уводит в сторону, то незначительно все это легко выпрямляется. Да, мне кажется, что у многих даже покупных станков ситуация абсолютно та же. Значит, как рассчитать бублик, я взял просто с запасом длину, дальше закрутил все и потом вычел вот эти сантиметры, которые были между, прибавил один. То есть, если у меня заготовка была изначально 73, а расстояние было 12, я отнял просто 11 сантиметров. И вот у меня 62 сантиметра, вот такой бублик. Его тоже уводит. Сейчас мы 2 раза по нему стукнем, и все, он в идеальном состоянии. Труба у нас на 2 кондукторах различается, соответственно, и вторая часть уже не подходит. Но у меня вот есть еще один кондуктор, я его использую при горячей ковке. Он, кстати, двухступенчатый. Попробовал загнуть на нем, 15 легко поддалась. Правда, там небольшой нюанс, заготовка не влазит. Но подрезать я его не стал, а просто подгибаю и потом уже дальше по накату. С 15 и круглой трубой все получилось, а вот 20 отказалась правильно загибаться. Поэтому я не стал портить заготовку, а просто отложил ее. Для нее понадобится свой кондуктор. И еще хочу сказать, что когда вы будете плющить 15 или 20 плашмя, то столкнетесь вот с такой ситуацией. А именно, труба будет схлопываться на бок у вас. Вот чтобы решить эту проблему, я придумал небольшое приспособление и покажу его буквально в одном из следующих видео. Теперь у меня есть 2 практически одинаковых кондуктора. Отличаются они только внутренним радиусом заготовки. Попробуй и ты сделать такой же. В общем, если получится и тебе понравилось видео, ставь лайк или дизлайк, пиши комментарий. Обязательно подписывайся на канал, потому что здесь будут проекты и вещи, которые проверены на собственной шкуре. Всем удачи, до свидания.